Друзья, привет! С вами Алексей Стеклов на канале Видео Ворчун. У нас нарисовалась поездка, организовалась, образовалась по маршруту Самара, Шарлык, Салават, Нефтеоргсинтез, Оренбург, Бузулук, Самара, в которой надо будет снять трассу, снять маршрут, снять состояние дорожного полотна на этих участках дорог. Как вы знаете или не знаете, мы сотрудничаем с картами Яндекс, с картами Google, и, собственно, мы одни из тех, чьи фото и видео изображения вы видите на Яндекс и Google панорамах. В работе мы используем как камеры 360 градусов, так и обычные курсовые камеры, раньше GoPro-шки и всякое такое, но сейчас захотелось несколько поднять уровень материала и снимать курсовой камерой с нормальным разрешением, с нормальной картинкой, с нормальным динамическим диапазоном. Но это, конечно же, подразумевает какие-то крепления камеры либо на улице, либо в салоне. Мне больше комфортнее в салоне. Но, естественно, в автомобиле не предусмотрены крепления такого плана. Камера достаточно тяжелая. Плюс хотелось бы ее закрепить на штативе хоть каком-то. Я люблю штативы и вообще всю аппаратуру поворотную от фирмы Slik. Это японская контора, которая делает штативы, моноподы. У меня все штативы, все моноподы этой конторы. Вот. Мне не нравится Manfrotto в силу своей цены там, и зажратости и так далее. Вот. Мне нравится Slik. Поэтому здесь будет стоять голова поворотная сликовская, на ней будет стоять камера, чтобы у меня была возможность поворачивать ее при необходимости в салон для всякого автоблогинга или влогинга, как хотите. Плюс на нее можно будет крепить опять же ту самую камеру 360, чтобы больше здесь ничего не колхозить с штативами. На подготовку к поездке у меня остался буквально один день. Вот, и всю эту затею надо сгородить именно сегодня, потому что уже завтра, грубо говоря, выезжаем. И мне показалось, что проще всего всю эту процедуру провести прямо на парковке Leroy Merlin. Естественно, это подразумевает то, что у меня с собой гора инструмента, который мне может понадобиться, потому что я не знаю, что мне может понадобиться. У меня с собой практически весь свой арсенал. Вот. Но, по крайней мере, недостатка в пластинах, крепежных элементах и метизах у меня не будет, потому что я смогу легко добежать за любой понадобившейся мне шайбочкой или гаечкой. Как-то так, смотрим. Итак, я на парковке Leroy Merlin. Выковыриваем ящичек, в котором у меня хранятся только маски. Учитывая, что я имею большой опыт разбора салонов автомобилей, кто меня знает чуть лучше, в курсе, что мне приходилось взрывать, так называется, процедура полного освобождения автомобиля от пластика, как дешевых, дорогих и безумно дорогих автомобилей, так что не составляет особого труда, но думаю, и вам особого труда это не составит. Кронштейн Slik, про который я говорил, достаточно увесистый сам по себе, плюс будет вот такая маленькая камерка, но она тоже весит. Находиться будет примерно тут, причем так, чтобы не задевать объективом за лобовое стекло. Объектив специально поставил побольше, подлиннее, который максимально может здесь использоваться для возможности трансфокации. То есть мне надо понимать, где примерно должен стоять кронштейн в автомобиле, чтобы реализовывать весь потенциал объектива. Ну, где-то вот здесь вот, грубо говоря. Обзору не мешает, обочину видно хорошо. Угол капота, в принципе, тоже хорошо видно. Так что будем ставить где-то в 5 сантиметрах по высоте и четко над консолью магнитолы. Сразу скажу, что никакие замеры вам не помогут в подборе каких-то промежуточных кронштейнов, креплений или там
строительных каких-то уголков или чего-то. Вам поможет только твердотельно-бумажное моделирование. То есть берем лист бумаги и пробуем симулировать ту самую планку, которую я предполагаю использовать. Вот такая планочка, а ее изгибы будем настраивать или фиксировать обычным малярным скотчем, чтобы получилась в итоге та форма, которая примерно должна получиться на выходе. Итак, друзья, получился вот такой кронштейн. У него будет 3 точки крепления, потому что, ну, все знаем, что 3 точки крепления — это самый надежный вариант. Одна скоба будет базовая и одна перемычка, которая будет всю эту конструкцию прижимать 3-й точкой. Идем в Леруа Мерлен за железяками. Итак, друзья, бюджет 305 рублей. Куплено сверлышко, но потому что я его забыл, за 50 рублей, чтобы чуть-чуть расшарить отверстия в пластинах. Пластины монтажные, очень надежные, 2-миллиметровые. Вот, их преимущество в том, что они очень хорошо гнутся по отверстиям. Вот, из них надо будет собрать такую конструкцию и согнуть ее 2 кронштейнами, чтобы поставить посередине. Ну а пока я все это дело гну, подгоняю и готовлю уже к установке, можете нажать на кнопку подписаться, оставить свой комментарий и сходить на кухню попить чая, но не задерживайтесь, сразу же возвращайтесь. Форма получилась очень мудреная, вот такая вот. Чтобы ее достичь, мне пришлось заехать к друзьям в автосервис, чтобы при помощи кувалды, тесочков добиться вот такой вот формы. Это будет 2 точки крепления, и 3-я будет прикручена вот отсюда, то есть получится вот такая вот кракозябра, которая будет держать нашу камеру. Камерка стоит, имеет несколько регулировок по панораме, наклон вверх-вниз и регулировка горизонта. Все оси работают, плюс можно развернуть на себя при желании, либо в салон, либо в сторону за окно, то есть все мои хотелки выполняет. Единственное, есть небольшая вибрация, вот, но в силу того, что кронштейн вынесен немножко сюда. Вот, покатаюсь, посмотрю, как это себя оправдает. Если все нормально, вибрации не особо будут сказываться, то уже покрашу в черный цвет, здесь все облагорожу и, собственно, вперед. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, задавайте вопросы и следите за видосами, которые будут записываться при помощи вот такой вот конструкции. Пока-пока, не болейте.